Сегодня 8 апреля 2026 года, и я смотрю на небо, и мне становится страшно. Потому что посмотрите, какое оно зловещее. Сегодня уже был и град, и дождь, и что ты только хочешь в Одессе. И, по-моему, будет какая-то еще весенняя гроза. Я не просто так сегодня забежала в Аркадию, хочу вам кое-что показать. А показать я вам хочу одну из первых магнолий в Аркадии, которые зацвели. Это невероятно красиво. И здесь скоро будет такой аромат, особенно вечером. Боже, красота. Кстати, вы знаете, что магнолии одни из самых древних цветущих растений, и больше миллиона лет назад они тоже существовали, потому что ученые находили их в закаменевшем виде. И, кстати, существует около 200 видов магнолий. Это вообще цветы родом из Северной Америки, из Японии, из Индонезии. Но у нас им тоже подошел климат. И, кстати, мы жили в Польше, там магнолий вообще невероятно много, просто везде. Начинается дождь. Зонт я взяла. Так, куда забежать. Но вот грозы я боюсь, потому что как бабахнет. Вот так вот бегу, потому что зонт где-то надо открыть, а ливень, просто ливень. Итак, мы с вами стали свидетелями града. Это град, боже, мелкий град. Ну хорошо, хоть не гремит, но я хочу сказать, он достаточно густой, выглядит как снег. Смотрите, вот я сейчас встану, слушайте, как сыпется по зонту. Да, вот это погодка сегодня в Одессе. Я сегодня человек подготовленный, и у меня есть и шапка, и зонт, поэтому мне не так страшно. Слушайте, ну такой ливень пошел, видите, что надо, наверное, переждать. Солнце сдувает. Ой-ой-ой-ой, мы с вами немножко переместились в экзотические места Одессы. Класс. Посмотрите, мы как будто с вами на каком-то острове. А мы всего лишь подошли в Аркадии к Ибице. Смотрите, сколько пальм. Ой, они такие высокие достаточно. Их здесь так хорошо, красиво выставили. Кстати, Ибица открывается в конце апреля. Скоро открытие. Ой, сколько здесь этих пальм. Экзотика по-одесски. Шапка, куртка и пальмы. Дождь идет, но все равно люди гуляют. Я вам сейчас покажу море, а потом покажу, как запасаются люди и почему. Ой, снова начинается град, а я иду на море. Ну давайте рискнем, вроде бы он не очень крупный. Еще под градом с вами в Одессе мы не гуляли. У нас каждый день что-то новое происходит. Мы вообще не можем без происшествий. В Одессе как не одно, так другое. Голуби, вы не хотите спрятаться? Им что, не больно, что ли? Все сыпется. Ой, посмотрите, ой-ой-ой, какой дождь. Вот, кто не знает, смотрите, если посмотреть на море, вот это все, вот облака как будто вниз, это все идет дождь. Где-то далеко от нас. Вот оно как выглядит. Боже, какой град густой. Смотрите, как он сыпется. И вон везде идет дождь. А вот голубь. Голубь, тебе не больно? Ну как так? Боже, как испортилась погода. Ужас. Бегу. Знаете почему? Позвонила мне Ира и сказала, что летят на город реактивные шахеды. Они далеко в море. Ну как бы возле моря мне оставаться не хочется. Моя нервная система уже не выдерживает этих звуков. Смотрите, сколько насыпалось града. Поэтому я ухожу из Аркадии, пережду это все. Ужас, что делается. Вот это мы попали. О, уже и тревога. Что вам сказать? Хотела, кстати, сегодня не касаться темы вообще этих дронов, но просто не могу. Вот это видео у меня сегодня в Аркадии тревога. Уже перекричала всю музыку, которую здесь играла. Этот звук уже ненавидит просто каждый украинец.
Уже даже если нету тревоги, такое чувство, что в голове она еще гудит. Сейчас вам покажу одни из самых необычных пасок, которые можно купить в Одессе, потому что точно не везде такие найдешь. Так, и для этого нам нужно зайти в одесский Ля Сельпо. Ой, как здесь все красиво украсили. Здесь мы еще с вами, по-моему, не были. Смотрите, какая красота. Вот Сельпо, конечно, умеет делать магазины. Ну, реально приятно заходить. Так, ага. Это наборы, прям подарочные такие на Пасху. 8000 гривен. Купил за 8000 гривен и пошел. Ну, для некоторых людей это прям целая зарплата. Боже, какая прелесть. Посмотрите. Посмотрите, какое оно чудо хорошее. Уверена, многие из наших зрителей даже не знали, как и я, что такие паски существуют. А это паски Дольче Габбана. Посмотрите. Настоящая Дольче Габбана. К сожалению, мы не можем заглянуть внутрь и на них посмотреть, как они выглядят. Возможно, где-то можно найти в интернете, но посмотрите, Дольче Габбана. Цена на эти паски зависит от размера. Самая маленькая от 1000 гривен и самая большая до 3000 гривен. Есть вот такие пасочки поменьше, очень красивые. Смотрите, как украшены. И цена их 149 гривен. Так, есть обычные пасочки по 149 гривен. Но, в принципе, это нормальная цена для этого года. В этом году паски подорожали. Понятное дело, цены растут на все. Ассортимент здесь, конечно, впечатляет. И хочется, чтобы как можно больше людей в Украине могли себе позволить купить все, что им нужно. Эти все паски в таких красивых коробках, что просто из-за коробки даже хочется их купить. Но невероятный ассортимент, я даже не видела таких пасок где-то в других местах. Хотя, может, тоже есть. Я показываю сегодня необычные паски. Понятное дело, что они очень дорогие, не каждый их может купить. Но просто, знаете, пусть будет стимулом для каждого. Всегда интересно на что-то новое и интересное посмотреть. Да. Здесь красиво украсили вход. Здесь просто такой огромный пасхальный заяц. Несмотря на рост цен, в этом году Одесса, одесские супермаркеты подготовились к праздникам Пасхи. И только что встретила женщина, она мне говорит, пойдите в супермаркет Космос, там такой выбор пасок. И что я только что узнала, что оказывается можно купить даже уже готовые крашеные яйца. Мне стало так интересно, что да, я пройду еще пол улицы и пойду вам это все покажу. Космос находится в Садах Победы, поэтому мы сейчас с вами туда и пойдем. Вы знаете, в этом году из-за того, что последние 2 недели у нас постоянные обстрелы, я в прошлых видео уже говорила, что мы практически не спим, настолько много забот появилось, и что я вот так просто сегодня открываю глаза и понимаю, что смотрю на телефон, уже среда, уже через пару дней Пасха. А я к ней лично вообще не готова. Вообще еще холодильник пустой. Настолько не до праздников, что просто сегодня меня осенило, что через несколько дней нужно как бы уже праздновать. И нужно подготовиться. Я вижу, в магазинах люди скупают паски, люди уже запасаются на праздники и пасками, и яйцами, и вижу, колбаску покупают. Ну, знаете, как такой настоящий пасхальный стол уже все готовят, чтобы потом в последний день, когда много пробок, много людей на улицах Одессы, чтобы этим не заниматься. Несмотря на то, что холодно, очень жаль, конечно, что все может померзнуть в некоторых регионах Украины. Потому что в Одессу идет стремительная весна. Люблю апрель за то, что все начинает резко зеленеть и расцветать. Пахнет просто чудо. Ну, смотри, в Одессе ветер. И он такой, знаете, я выходила из дома, конечно, было очень холодно, вышло солнце, немного потеплело. Но ветер как будто сейчас такой хороший декабрь. Вообще погода просто 12 месяцев, меняется каждую минуту. А вот я и нашла паски, за которые мне говорили. Посмотрите, здесь тоже очень красивая упаковка. Здесь даже есть фотографии, на которых изображены, как выглядит паска внутри. Посмотрите, бабочками все украшено. Не понимаю, только это картонная бабочка или это из пищевого чего-то сделано. Но посмотрите, какой ассортимент.
И вот здесь вот есть паски и с бабочками, и с цветочками, и с розами. Что ты только хочешь. Посмотрите, в одной коробочке можно купить несколько маленьких пасочек. В этом году город действительно подготовился к праздникам. Паски действительно какие хочешь, и вижу, люди проходят и покупают абсолютно разные, по 2, по 3 паски, по 4, видимо, для своих родных, для своих знакомых. Я раньше не обращала внимания, но сегодня мне подсказали, что в некоторых супермаркетах есть вот такие уже писанки, крашенки, и не нужно этим заниматься, просто покупаешь уже все в готовом виде. Вот в такой коробочке их 6 штучек, берешь и можно сразу складывать в пасхальную корзинку. Ассортимент пасок. Вот, все покупают, все запасаются к праздникам, потому что мало ли вдруг закончится, правильно? Я пришла в супермаркет «Космос», и выбор здесь действительно большой. И я нашла, кстати, самые дешевые паски, которые видела в этом году. Они по 29 гривен 70 грамм. Маленькая пасочка, но 29 гривен. Это хорошая цена. И видите, что есть по 65 гривен такие шляпки от пасок. Когда я была маленькая, мы все о таких мечтали. Сейчас иду и задумалась, как хорошо, что все-таки придумали праздники, потому что они в какой-то части нас всех объединяют. Но, во-вторых, позволяют забыть о чем-то плохом, да. Вот я погуляла, походила по этим супермаркетам, посмотрела на то, какие в этом году красивые паски. У меня как-то настроение поднялось. Везде все украшено, везде декорации. Как бы там не было плохо и тяжело, все равно люди готовятся к праздникам, чтобы побыть с семьей и порадовать друг друга.